Доброе утро, Стоп Гейм! В эфире InFact. Уже сегодня стартует, а быть может уже стартовал, сиквел культового приключенческого экшена Outcast с подзаголовком A New Beginning. Что говорят об игре критики? Симпатичная и местами веселая песочница среднего пошиба, которая сама по себе сделана неплохо, но в душу не западает. В некоторых рецензиях сетуют на скучные сражения, унылые квесты, бестолковый сюжет, а еще баги и вылеты, которые мешают спокойно проходить игру. Все как один говорят о том, что мир в Outcast получился превосходным, но это, пожалуй, и единственный бесспорный плюс. Фанатов, которые ждали игру 25 лет, Outcast A New Beginning скорее разочарует. Проект стартует на ПК, PS5 и Xbox Series. Команда, занимающаяся разработкой первой игры из серии по сказкам Старой Руси Романа Попсуева, раскрыла немного подробностей о проекте. Называться он будет «Бессмертный». Геймплейно – карточный рогалик с большим разнообразием всевозможных стратегий. На главных ролях выступают Василиса Премудрая и Варвара Краса. Игра вдохновлялась Slay the Spire, Darkest Dungeon и прочими представителями жанра, однако авторы уверяют, что не стали бездумно их копировать. В «Бессмертном» не будет карты, но обещают разные локации. Проходить можно будет как в сюжетном, так и в свободном режиме. Сетевого не будет. Диалоги исключительно текстовые. Запуск «Бессмертного» в ранний доступ намечен на второй квартал 2024. Создатели The Hong Kong Massacre представили минутный геймплейный ролик своего следующего проекта. Вооруженный парой пушек мужик вламывается в лабораторию по изготовлению наркотиков и очень эффектно все там разносит, включая противников. В видео можно оценить разрушаемость, анимацию и никуда не подевавшиеся со времен предыдущей игры слоумо. А вот датой игра все еще не обзавелась. Да что там, для нее все еще название не придумали. В общем, ждем. Зато датой выхода обзавелся хоррор в духе ужастиков с первой PlayStation Crow Country. На дворе 1990 год. Пропал владелец парка развлечений «Страна Ворона», что в пригороде Атланты. Пропал аккурат после закрытия заведения 2 года назад. Таинственная девушка Мара Форест отправляется на его поиски. Сюжет исследует темы жадности и непростительного греха, заявляют разрабы. Игра подражает олдскульным проектам не только визуально, но и геймплейно. Все как в старых добрых сурвайвалах 90-х, начала нулевых. Выйдет Crow Country 9 мая на ПК и PlayStation 5, без перевода на русский. Известная своими мобильными проектами компания Gameloft решила опробовать себя на поприще платформ посерьезнее. Анонсирован выживач по вселенной Dungeons and Dragons для ПК и домашних консолей. Сеттинг, разумеется, взяли самый популярный – Забытые Королевства. Это где Дир Даурден, Baldur's Gate, Icewind Dale и прочие Neverwinter'ы. Ни за что не догадаетесь, какой нас ожидает игровой процесс. Уникальный кооперативный геймплей, построенный на инновационном сплаве из выживания, симулятора жизни и ролевого экшена. Как-то нынче слишком много инновационных игр нам обещают, а уж выживачей, тут еще добавляют: таких игр по ДНД еще не было. Из приятного обещают передать богатую историю вселенной. За разработку назначили ответственными авторов Disney Dreamlight Valley, Lego Star Wars Castaways и несколько Dungeon Hunter'ов. Названия нет, даты нет, проект пока что только набирает специалистов. Что там у нас по косарям? На этой неделе награду забирает Чажник, рассказавший, чему Baldur's Gate 3 может научить бывалого данжен-мастера в ДНД. А друже SB Hearts окунулся в ностальгию и поведал историю всех игровых итераций тачек 2006 года. За наградой стучитесь в личку. Nvidia подъехала к нам с новостями об обновочках RTX в конкретных играх. Вот в Diablo 4, например, 26 марта появятся реалистичные отражения и тени на основе трассировки. В еще не вышедшей Star Wars Outlaws мы станем свидетелями DLSS 3 с генерацией кадров, DLSS Super Resolution, Nvidia Reflex и глобального освещения с физически корректными тенями. В трассированном Portal вчера обновили DLSS до версии 3.5, завезли технологию реконструкции
инструкции трассировки лучей, а также RTX I/O, ускоряющий загрузку текстур и уменьшающий размер игры на накопителе. Наконец, Black Myth Wukong сможет похвастать опять же DLSS 3.5 с реконструкцией лучей и полной трассировкой на основе метода трассировки путей, благодаря чему преломления света от воды станут реалистичнее, места со слабым светом темнее, а тени детализированнее. О прочих технологических апдейтах читайте в новости по ссылке. Вот думаю, как же круто ремастернули старенькие Battlefront'ы, в которые я с братом еще на второй плойке рубился. Но, судя по отзывам в Steam, классическая коллекция оказалась не такой, какой ожидали фанаты. Пока в PlayStation Store сборник получает хорошие оценки, в магазинах Valve и Xbox у Battlefront'ов все прямо плохо. 2,4 из 5 у майков и всего 20% положительных отзывов в Steam. На что народ жалуется? Баги, вылеты, тормоза, отсутствие некоторых функций из оригинала, люто пингующие падающие сервера, коих на релизе оказалось всего 3, визуально игра не изменилась вообще, все далеко не такое сочное и четкое, как на скриншотах в магазине. Спрашивается, за что тогда платить деньги? На минуточку 1138 рублей в российском Стиме. Тут такие пироги. Эпитет к пирогам подберете сами. Разработчики недавно вышедшего в раннем доступе выживача Enshrouded поделились дорожной картой развития проекта. Из того, что команда намерена в первую очередь реализовать в 2024, это водоемы, круглые двери и окна, NPC в городах, вражеские патрули, содержание скотинки во дворе, совместимость со Steam Deck, настройки пользовательских серверов, музыкальные инструменты и новые противники, включая боссов. Однако девелоперы предупреждают, что планы всегда могут измениться в зависимости от того, сколько времени займет воплощение той или иной задачи. Но ближайший патч будет уже в марте. На данный момент Enshrouded доступна только на ПК. Студия Tower 5 посредством портала IGN обнародовала трейлер стратегии в реальном времени про братьев наших меньших, ну прям совсем маленьких, про муравьев. Empire of the Ants. Нас отправят строить великое коллективное будущее в леса Франции, где мы будем таскать ресурсы, сражаться с насекомыми и бояться гигантских пауков. Игра основана на фантастическом романе «Муравьи» Бернара Вербера. Разработка ведется на базе Unreal Engine 5 и, по крайней мере в трейлере, смотрится очень недурственно. Взглянуть на Empire of the Ants собственными глазами мы сможем уже в этом году на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series. Не успели авторы Delta Force Hawk Ops показать новый трейлер, как нате вам, 5-часовая демонстрация геймплея. В ролике показаны два главных мультиплеерных режима игры: PvPvE Hazard Operations в духе современных экстракшн-шутеров и Havoc Warfare, являющий собой кальку с Battlefield с замесами команд по 32 персоны. Ролик доступен по ссылке в описании, а игра выйдет когда-то на ПК, Xbox, PlayStation и мобилочках. И закроем выпуск вестью о старте весенней распродажи в Steam. Из примечательного со скидкой можно забрать Baldur's Gate 3, Rogue Trader, Remnant 2, Enshrouded и кучу чего еще. Ценопад продлится до 21 марта. А за сим у меня все, но прежде чем отправить вас на выходные, попрошу проследовать на сайт stopgame.ru и прочитать обзор полной версии The Outlast Trials от Кирилла Волошина. Ну а вот теперь хороших вам выходных!